Всем привет, с вами я, Юлия Баталова. Короче, у меня сегодня день не задался. Сегодня день пошел не по плану. Вот сегодня столько планов было на утро. В итоге я сейчас по поводу связи еду в Vodafone. Здесь в Турции редко вообще бывают такие дни, чтобы я вот так вот расстраивалась. Но сегодня, честно, прям вот расстроилась. С утра хотела оплатить связь свою. И в итоге смотрю, обычно я всегда платила 260 лир, а мне тут, значит, насчитали, за велосипедом обратно дошла, забыла, насчитали 780 лир за месяц, представляете? Я считаю, что это очень много, если я платила каждый месяц по 260, а тут 780 лир. Я, друзья, всегда рассказываю все самое лучшее про Турцию. Я всегда про Турцию хорошее мнение. Но, вот эти вот законы по поводу связи, по поводу телефонов, можно, конечно, им пересмотреть эти моменты. Но так как это вообще просто вот ни в какие ворота уже не входит. Ну что ж, друзья, сейчас съезжу, посмотрим, узнаем, расскажу вам, в чем дело было, почему такая цена, почему столько платить. Сегодня, кстати, 9 градусов показывает. Сейчас холодно, но очень солнечно. Ну, с утра я поехала. Время 10 доходит. Сейчас вот только-только начинает теплеть. Я разобралась, наконец-то. Кстати, вот офис, напротив которого я покупала, он закрыт был, я напротив пошла. Вот, буду показывать вам улочки и рассказывать. Короче, там более-менее нормальный, адекватный человек работает, объяснил мне все, рассказал. Там, оказывается, когда заканчивается срок, если ты заходишь в интернет, он тебе покупает пакет самостоятельно, просто вот за... Короче, в данном случае, во-первых, то, что вовремя я не заплатила, мне 150 лир, чтобы открыть линию, сделали, и, получается, за интернет у меня 380 сняли. Вот, наконец-то я узнала, в каком именно, какое число нужно платить за телефон. Мне сказали, вообще, говорит, не опаздывай, поэтому ежемесячно, говорит, оплачивай до 5 числа. И тогда, говорит, ты будешь ежемесячно платить по 270 лир. Представляете? А так мне сейчас придется 780 оплатить. Это просто жесткач какой-то. Такие дела. Но ничего не поделаешь. Вот это вот незнание прям идеально турецкого языка. Даже не то, что незнание, то, что они вот этот момент не рассказывают, не объясняют, да, ну потому что они считают, что мы иностранцы, мы все равно заплатим, потому что нам не нужны проблемы с судами, да, у них, потому что сразу смс-ка приходит по поводу оплаты. Что типа, если не оплатите, сразу там в суд ваше дело передастся, там, вот типа того, короче. В общем, обидно, досадно, да ладно, живем дальше и на этом не унываем. Вот, всегда надо замечать вот это вот состояние, реакцию свою на такие всякие, я считаю, мелкие проблемы. И держать себя в руках, оставаться в радости, в счастье и на позитиве, вот, потому что это полностью сказывается на нашем здоровье. В общем, самое главное, что я это все узнала, теперь поняла и разобралась. И сталкиваться с этим больше не буду. И вот вам тоже рассказала, чтобы вы тоже с этим не сталкивались. Перед тем, как сделать симку здесь, сразу уточняйте, до какого числа вы должны оплатить, чтобы вам не начислили никакие там дополнительные пени. Вот. И как закрыть интернет по окончанию пакета, чтобы он автоматически вам не купил интернет. Еду обратно, друзья. Короче, вот, считай, сколько? Полчаса прошло, полчаса, да. И уже теплее. Сейчас вот пойдем все-таки погулять. Пойдем, наверное, пешком. Велик сейчас оставлю быстренько. Хотела я купить рыбку. Еще нужно зайти в аптеку. Знаете, я настолько полюбила велосипед, особенно электровелосипед. Настолько свобода передвижения. При этом не нужно не заправлять бензином. Единственное, что нужно не забыть зарядить его.
И ты на целый день можешь кататься, дела делать. Особенно если ты спешишь куда-то. Это вообще просто вот незаменимая вещь, особенно в Турции. Да, единственное, вот был дождливый день, один такой сильный. И я сидела дома, и я понимала, что на велосипеде не покатаешься, потому что, ну, лужи, вот это вот. Хотя, если прям очень сильно надо, если не сильный прям дождь, то можно, конечно. Вот, и так вот, а так, да, то, что круглый год вот такая вот погода, солнечная, сухо, можно спокойно передвигаться на велосипеде. Так, ну что, собираюсь обратно сейчас гулять. Сейчас самое главное, нанесла быстренько крем солнцезащитный и помаду. Вот так всегда на ходу все. Быстро-быстро. Пока у меня старший сын дома, надо сходить быстренько за рыбкой. Потому что у меня, как всегда, еще младший дома сидит. Кстати, пользуюсь вот этой вот помадой, точнее гель от Atomy. Это просто как блеск получается с маслами. Вообще обалденная вещь на зиму. Короче, в Atomy все мне очень сильно нравится. Вчера писали комментарии по поводу одного продукта и искали его на Озоне. То, что продается в Atomy на Озоне, не покупайте. Во-первых, на Озоне и Wildberries много посредников. Лучше берите на сайте компании Atomy. То есть без переплат, без посредников. Лучше берите на самом сайте от Atomy, потому что там за качество сама компания отвечает. А на Wildberries и Озон были случаи, что привозили убитые коробки, непонятно что, и подделок много. Бектон. Покупай лосось. Выходит на 620 лир. Балакна. В общем, вот здесь вот купила себе рыбку. Вот у этого мужчины все объяснил. Нам почистил раков, все сделал. Приходите к нему напротив входа. Напротив входа. И даже открыл мне рыбку, показал. Оказывается, рыбки бывают вот эти вот лососи белые внутри, бывают красные. Я прям попросила, чтобы открыл, показал. Бу балык нереден гeliyor? Карадениз. Черное море. Вот, бывает норвежский самон. Deniz oltabalık, Norveç yok. В общем, вот такие вот дела. Короче, приходите сюда. О, акула. Ничего себе, тут акула даже висит. А? Папан. Папан? Я. Это не знаю, что это такое. Вот такое количество икры мне дали в подарок еще. Зашли мы еще купить семитики. Вот такие семитики самые вкусные. И здесь чего только нету. Ну что, друзья, я уже дома. Сейчас вот собираюсь засолить рыбку и вот эту вот икру, которую мне дали бесплатно. Вообще, спасибо огромное, что вот так вот мне дали. Сегодня, можно сказать, такой день: в одном месте заплатить, в другом месте бесплатно. Вот, так что очень порадовали. Вот такая вот рыбка. Так мне ее сразу же почистили. Красненькая, красненькая получилась. В общем, ее сейчас буду солить. Также параллельно делаю для икры засолить, чтобы икру в воду. В общем, еще хочу витамин С быстренько выпить. В общем, все сразу у меня. Стакан соли и литр воды. Сначала надо это все, как сказать, соль растопить, то есть в горячей воде. Потом, чтобы вода остыла. И дальше уже я вам покажу, как солят икру. Честно, я первый раз таким занимаюсь и немножко страшновато. У нас, ну, как вот он сказал, покупатель,
А русские, говорит, часто, говорит, вот соль, то есть икру, говорит, просят. Я говорю, ну а мы, говорю, не русские, мы, говорю, татары. Ну, говорит, у нас тоже, говорит, типа не принято икру солить. Я не могу сказать, что у нас прям не принято икру солить, но некоторые как бы солят, но это все, естественно, хоть мы и живем, хоть мы и татары, мы все равно живем в России, поэтому у нас это тоже как бы известно, такие моменты известны нам тоже. Вот. И сейчас первый раз, все делаем в первый раз, и сейчас попробую это сделать. Вот. Обязательно пью витамин С с утра, вот половинку стика выпила, сейчас еще половинку стика. Оказывается, витамин С в течение дня вымывается, поэтому пить надо. Вы даже если вы покупаете так витамин С, нужно вот в первой половине дня выпить там, допустим, какую-то дозу, половину, да, потом вечером, потому что в течение дня он вымывается. Если вы с утра выпили, на вечер уже витамина С не остается. Вот, поэтому этот витамин С я тоже покупаю от Атоми. В нем 500 миллиграмм содержится в одном стике. Получается 250 миллиграмм я с утра выпиваю. После обеда еще 250 миллиграмм. Таким образом, слежу за тем, чтобы он у меня не вымывался. Ой, в общем, начинаем. Алмазику тоже даю витамин С, но делю вот этот стик на 4. То есть по 125 миллиграмм. С утра я дала сегодня и сейчас. Вкусно. Ну что, вкусно, да? Да. Короче, пришла посылка, про которую я говорила. Сегодня у меня какой-то бешеный день. Я не могу прям ничего сразу сделать. У меня то одно, то второе, то третье. Сейчас засаливаю рыбу. Параллельно пришла посылка. Просит код. Код, то есть это у меня, получается, на мужа приходит. В общем, вот так вот целый день. За рыбой бегала. Водафон, то, все. Короче, сегодня у меня вот такой вот прям, не знаю, такой день, короче. Вот, так что витаминчики всегда нужны. И рыба это тоже же ведь витамин омега-6, омега-3. Забываю вечно. В общем, все-таки буду, наверное, солить. Я сначала думала, может быть, я вот эти части, наверное, вот так вот уберу на суп, на уху, возможно. Либо полностью засолю. В принципе, эти места тоже, вот они как называются, тещин язык или как они называются. Воду поставила. Сейчас это у меня соль растопится, а потом буду делать икринки. Знаете, говорят, в засоле, именно вот в солении икры, самое сложное это пленку убирать. Пленку убирать. У меня уже все смешалось в голове. В общем, вот эта вот пленка, она так настолько сильно прилегает к икринкам. Короче, ладно. В общем, икринкам прилегает настолько плотно, что они не убираются, короче. Я вот сейчас это буду делать с вами вместе. Еще параллельно сейчас оплачиваю сижу интернет и домашний, и вот эту вот сотовую связь 780 лир, то, что пришло сегодня на старшего сына. Короче, в общем, вот такой вот у меня сегодня и затратный день в плане финансов и в плане энергии. То есть сегодня вот прям все, какая-то движуха, короче. Так, смотрите, друзья, вот прям так и солю. Мне, в общем, ее вот так вот нарезали, я сказала келебек киби. Я убрала кость, убрала хвостик, и голову. Это на суп будет. Вот, и таким образом я вот так вот закрываю ее. Вот. И потом, когда она у меня где-то сутки пролежит, то есть завтра уже получается, я ее нарежу на такие кусочки, какие мне удобно, какие мне надо, да, допустим. Мне еще для роллов надо. Косточки я не убираю, я когда нарезаю, я их убираю уже, вот, чтобы не поломать филе, да, то есть как мне нужно, потом я нарежу. И те части, которые я буду кушать, оставляю, остальное я в морозилку кидаю, все как бы. И у меня красная рыба, считай, таким образом, можно сказать, на целый месяц у меня вот в прошлый раз хватило. Так оно у меня и в этот раз, надеюсь, хватит. В общем, вот так вот. Очень даже удобно и несложно. Ничего больше не добавляю, потому что пробовала. Солить пробовала по-разному, смотрела рецепты. В итоге вот этот рецепт самый вкусный. Побольше соли мне нравится всегда. Чем соленее, тем вкуснее кажется. Рыба все равно берет столько, сколько надо. Если сильно, допустим, толстые куски у вас, то вообще как бы надо обязательно прям хорошенько посолить, потому что соль не пробирается до конца. Вот таким образом, в общем, у меня получается. Я не снимаю, видите, даже вот эту вот кожу сверху. Чешую-то они все почистили.
А вот эту кожицу я даже не снимаю. То есть я не, как бы, я прям вот до конца все, что есть в рыбе, стараюсь использовать. Вот. Потому что когда начинаешь кожу снимать, просто там уже и мясо отваливается, поэтому вот так вот я обычно делаю. Смотрите, вот так вот я убираю в холодильник, покрываю пленкой. И до завтра она у меня постоит вот так вот. Уже можно будет завтра делать роллы из нее, можно уже кушать спокойно. Короче, немножко присела, пообедала, сегодня даже не обедала, время уже доходит 2. Вот, хотела немножко с вами поболтать. Короче, посмотрела сейчас видеоролик по засолу икры. Говорят, что вот эти икринки действительно очень тяжело убирать отдельно, именно от пленки. Вот, а сейчас посмотрела видеоролик, и женщина очень быстро отделила, то есть очень как-то хорошо сделала. Сейчас попробую именно по этому рецепту, нашла вот рецепт хороший. Там она сначала в теплой воде, в одной воде теплой убирает эту пленку, а потом уже в теплую, то есть в соленой вот этой вот, которая с солью прокипела у меня, сейчас она уже остывает, потом уже туда, то есть уже в чистую воду, и 10-15 минут держит. Вот. Ну, мы это сейчас с вами все сделаем. Картину тоже я хотела вам показать, картину мы заказывали, я вам в прошлом ролике говорила. Кто на канале вообще впервые, вот так вот с 3 детьми мы переехали в Турцию, каждый раз снимаю, вам показываю то, с чем сталкиваюсь впервые. Вот впервые я сейчас сегодня буду солить икру. Знаю, что на канале у меня есть новенькие, потому что сегодня те, кто мне подарили эту икру, подписались. Я сказала, подпишитесь все, кто нам продавали сегодня рыбу и икру бесплатно. Большое спасибо вам. Вот если бы вы мне не дали бы эту икру, я бы даже и не думала, что буду солить икру и вообще не научилась бы это делать, да, и вот не показала бы другим зрителям. Поэтому большое спасибо. Мы обязательно будем к вам приходить еще. Вот, теперь знаем, куда идти. Ну и как-то так. По поводу ребенка хотела сказать, многие зрители, наверное, задаются вопросом, почему, ну, те, которые на канале не впервые, почему ребенок все еще дома и в садик не ходит. Ну, мы болеем, получается, мы сначала болели, где-то 2 недели мы сидели дома. И муж, короче, уточнил, в садике можно ли ребенка оставить на 2 недели и как бы оплату сделать только за половину месяца. Так как мы живем в Турции и работаем здесь, нам оплачивают за 2 только детей, но у нас организация так, как бы разные организации по-разному. Вот, допустим, наша организация оплачивает только за 2 детей. И получается, у нас старший сын учится в школе, у нас 3 детей, старшему 16 лет, двойняшка, девочка, мальчик, по 6 лет. Ну, 6 лет вот в феврале исполнится им. И получается, он хотел, получается, сейчас в садике, Азалия, старший сын в школу пошел, а у нас дома. И вот когда мы 2 недели дома пролежали, мы в садике хотели сказать, что за Алмаза мы оплатим только половину, потому что мы со своего кармана платим. У нас садик стоит вместе с трансфером, выходит около 10 000 лир. И мы думали, ну, мы оплатим, наверное, где-то там половину, 5 000 лир. Но у нас как бы сказали, что типа так не делается в садике. У нас частный турецкий садик. Нам сказали, что нужно, если вы ходите даже 2 недели, нужно оплачивать полностью. Поэтому мы решили еще 2 недельки посидеть дома и попробовать месяцок не отдавать с кармана 10 000 лир. И вместо этого как бы, ну, потратиться на что-то другое. Вот, в общем, объяснила тем, кто задается этим вопросом. Поэтому пока что у меня младший сын дома. Да, у меня 3 детей, вот тоже есть такие, часто спрашивают, вопросы задают, как 3 детей, чё? В 13 лет родила старшего? Нет, мне 37 лет, старшего я родила в 21, вот, ему 16. В 21 рано, но зато смотрите, какой большой у меня уже сын. Да, и как приятно получать комплименты. Все говорят, тогда дай, не знаю, там, эликсир молодости. Что ты делаешь вообще? Как так молодо выглядишь? Вот, что хочу сказать. Всегда стараюсь следить за питанием.
Сейчас в последнее время начала принимать витамины. Очень много разных витаминов пью. Раньше я не замечала, и, наверное, вот я поняла это. Я начала то болеть, то у меня какая-то вот, возникает апатия, то у меня энергетический спад, я устаю очень быстро, то у меня это, то одно, то другое. И я начала заниматься вот атами, параллельно я начала изучать все вот это вот. Там у нас нутрициологи рассказывают то, что витамины, они вот во всем участвуют. Если не хватает витаминов в организме, да, то даже вот какие-то там усваиваемость какого-то продукта, он не настолько будет хорош. То есть даже вот железо усваивается только тогда, когда есть в организме витамин С. То есть и поэтому как бы я начала принимать витамины. Вот, кстати, вчера задавали, как я и говорила, да, вопрос, типа, где можно приобрести химохим? Озон Wildberries продает дороже однозначно. На сайте Atomy вы купите, на сайте самого производителя, производитель Atomy, вы купите этот продукт за ту цену, которую он дает. То есть там нет переплат, поэтому есть такой же сайт, как и Озон, такой же сайт, как и Wildberries, есть сайт Atomy называется. Этот сайт именно компании, которые производят эти витамины, БАДы, там, косметику, про которую я рассказываю, да, вот сегодня помаду, кстати, вот с утра намазала, она все еще на мне, такая, не помада, а гель, бальзам, вообще прям классный, и цены очень дешевые, и порошок я оттуда беру, рассказываю, да, то есть в Турции покупала такой тяжелый порошок, его несла всегда на себе, покупала за 300 лир, а тут я приобретаю порошок этот листовой, который не надо поднимать, который весит 150 грамм. Там 30 листов. Вот. Можно разделять листы, если у вас маленькая стирка. Тоже хватает на такое же количество, даже чуть больше, чем порошок, который я на себе таскала. То есть вот эти вот моменты я рассказываю часто, показываю вместе с вами. Пробуем все продукты от Atomy. Также я рассказываю про жизнь в Турции. Так что, кто на канале впервые, подписывайтесь. Вот таким вот образом я за собой слежу. В последнее время всегда пью витамины. Химохим я пропиваю раз в полгода, чисто для профилактики. Да, эффект сразу заметила. Вот спрашивали там тоже у подписчиков проблемы с ногами. У меня тоже ноги, вот сосуды именно, ноги устают, сосуды, вот это все, в общем. И химохим действительно помог. Сейчас вот мы часто не можем ходить к морю. Море, конечно, тоже также очень эффективно влияет, да, на организм. Но также нужно поддерживать свой организм, конечно же, витаминами. Я всегда это делаю в последнее время. Помимо этого, что я делаю? Я в последнее время делаю упражнения на лицо. Вот так же, как вы делаете упражнения для тела, бывают упражнения для лица. Вы можете их найти в Инстаграме, на Ютубе. Ну, конечно же, почитайте отзывы, посмотрите, сколько подписчиков. Если как бы большое количество людей подписаны и пишут при этом там комментарии, это и есть отзывы, что типа, да, помогает, действительно помогает, если их много. То есть, не разобравшись, что попало, тоже для лица делать нельзя. Надо во всем разбираться. Вот, и помимо этого, что питание, я всегда стараюсь есть много зелени, я всегда стараюсь много есть рыбы, вот этой красной рыбы, я не знаю, у меня прям вот организм требует, я говорю, вот прям сижу, даже я настолько мяса не хочу, как хочу красную рыбу, вот у меня вот потребность организма, я, скорее всего, вот я и думаю, что мне, наверное, витамин омега-3, омега-6, вот, ну, короче, надо вот этот витамин пропить. Он есть тоже в Atomy, но он идет в Atomy в Турции, именно в Турции, не в России, в Турции он идет только одного вида, вегетарианский, а он немножко подороже, чем обычный. Вот. А в России он идет, там вроде 120 капсул, то есть надолго очень. Там по 2 капсулы надо пить в день всего лишь. Он идет на 2 месяца, получается, 1800 в рублях. Но я бы, конечно, его взяла бы.
Вот, а которые здесь, там типа по содержанию больше идет, что-то типа усваиваемости получше, типа он еще вегетарианский, то есть вот эта пленка, она идет не из животного что-то происхождения, вот, и что еще? Не, она как бы стоит дороже, поэтому я хочу тоже, чтобы мне привезли вот этот вот витамин именно из России. Ну и из этого сайта, конечно же, потому что именно в Атоме я, ну, по качеству, по ценам сравниваю, очень выгодно покупать. И также я Химохим вот полгода один раз заказываю, мне привозят. Да, он стоит, конечно, 8000 рублей. Говорят, еще после Нового года дороже станет. Он скоро появится в Турции в конце года следующего, надеюсь. Все, я его не буду там просить, чтобы мне привозили. Вот, пропиваю для профилактики. Для профилактики нужно пропить раз в полгода. Вот, если есть какая-то прям конкретная болезнь, если вы прям что-то хотите убрать, то надо пропить курсом. Курсом там 3 раза его надо пропить. 3, получается, 3 месяца подряд. Вот. В общем, что хотела сказать, рассказала, потому что пишите и в личку, пишите и в комментариях, и у меня вообще иногда времени нету отвечать, поэтому вот рассказываю в видеоролике. Задавайте вопросы, буду стараться по мере возможности отвечать, проходите на другие мои каналы и проходите вниз по ссылкам. Там есть ссылочка на мой телеграм, то есть вы можете мне в личку написать, если вы хотите. Вы можете комментарии оставить и ставьте, конечно же, лайки, не забывайте, чтобы мой канал больше людей смотрело. И делитесь также своими друзьями. Вот, ну, давайте попробуем сделать икру. Так, установила я вас вот так вот. И сейчас покажу, с чего начнем. Сначала откроем пакетик, который нам дали, да. Прям вот благодарю, что такой подарочек сделали. Если честно, если бы они не сделали бы такой подарок, я бы не попробовала. Вот. Короче, вот такая икра. Вот, получается, вот здесь пленка, еще она в пленке. Сначала мы очистим ее от пленки. Вот. Так. Ну, это тоже мы будем оставлять в пакете. Я просто, ну, не знаю, я в шоке, как бы, что, ну, можно ее дома сделать. Для меня икра это как будто какая-то что-то типа с магазина, что-то такое дорогое. Вот, я думаю, для многих из вас может так же. Так, и сюда мы сейчас добавим, ну, нальем воды теплой с крана, потому что все равно это выливать. Так, налила я теплую воду, чайную ложку соли. Ну, это я видела в видеоролике, поэтому делаю так. Так, нам нужно снять вот эту вот пленку. Говорят, что если ее не снять до конца, то она начинает горчить. То есть икра будет горчить. Вот. Ой, ну такая прям просто икра прикольная. Кто это делал, пишите. Интересно будет почитать, что тут, как тут. Так, ну, смотрите. Вот эти мелкие прям отпадают хорошенько. Хорошо. Она такая, смотрите, как вот бусинки, короче. Такие прям, оп, в ряд. Интересно. Они вот так вот отпадают сами. Просто вот так делаешь. Что надо как бы делать это долго, как я понимаю. Но вижу, что отпадают. Прям хорошо так отпадают, отходят. Это как мешочек такой с бусинками. Прикольно. Сейчас посмотрим. Должна остаться одна пленочка на руках. Ну, я скажу, что это не быстрый процесс. Но икринок заметно меньше осталось. А таких пленок у меня очень много. Это действительно нелегко. Смотрите,
Вот такую слизь я выкидываю, ну, потому что они уже не ходят оттуда. Теперь взяла вторую и тоже так же делаю. Высвобождаю икринки. Их очень много там. Смотрите, сколько уже получается у меня. Получится очень много. Похоже. Так, ну что, смотрите. Вот такая вот большая, смотрите, аж она у меня погнулась. И тяжелая икра получилась. Вот эту воду я солью. Сейчас я вам покажу поближе. Ну что, 15 минут я подержала в воде. Сейчас буду это дело сливать. Положила на салфетку, чтобы немножко водичка ушла. Ну и перекладываем мы это обратно. Смотрите. Так, аккуратненько. Так. Это вообще размякла прям салфеточка. Везде у меня теперь икра. Самое главное, что вот так вот. В общем, как-то так. Цвет прикольный получился. Ну, как настоящая икра. Так это и есть настоящая икра. Ой, ну, если честно, я уже подустала от этого дела. Что-то как-то нелегко, короче. Икру только легко есть, делать нелегко. Ну что, я это сделала. Смотрите, сколько икры получилось. И теперь добавляем сюда подсолнечное масло. Нет, оливковое масло я добавлю. И, наверное, натуральное. Так, ну вот. Вот такая вот. Ну, нормально. Сейчас я вам покажу свою руку. То есть посудка такая, как моя рука. Большая. Тяжелая, как бы этот. Получилось тяжело прям так. Много, хорошо прям вышло. Не знаю, сколько здесь, если честно. Но мне, я так поняла, не с одной рыбы дали, а с несколько. Спасибо еще раз большое мужчине, который мне сделал такой подарочек. Так, ну что, друзья, вот добавила, короче, я оливковое масло холодного отжима. Я еще даже не попробовала, вот, честно, очень сильно устала. Вот такая вот получилась большая емкость с икрой. И нелегкая, тяжелая. Сейчас попробую. Я много не буду. Интересно. Говорят, что сразу она уже готова. Попробуем. Надеюсь, со мной ничего не будет. Она такая вкусная. Кажись, оливкового масла мало. Еще надо добавить. Закрываем тему с рыбой. Сейчас откроем картину. Давай, режь у нас. Короче, друзья, это оказалось просто доска. В общем, мы заказывали еще на кровать доску, так как доска на кровати одна у старшего сына треснула. Вот, и мы заказали в Кочеташе вот такую вот доску. Мама, Дед Мороз, с моей работы, смотрите, что дал. Осторожнее, осторожнее, аккуратнее. Не прыгайте, аккуратнее. А это старшенькому. Это старшенькому. Рассказывайте, что у вас тут. Аккуратно. Наклейки, пап, спасибо, что наклейки купил. Это не папа купил, это Дед Мороз подарил. Дед Мороз наклейки подарил. Покажи Спасибо, Дед Мороз. Он Покажи. смотрел на нас? Он смотрел на нас? Ну, вроде бы вы себя хорошо вели в этом году. Как? Поэтому и подарил. Ну, и шоколадка, еще на кассе, и вот это. А что там внутри? Да, интересно. Но это подобно, это наклейки. Смотри, пастила. Наклейки. Да, с и Дед пастила. Морозом. Что это? Пастила. Ладно. Массаж что это? Угу. Еще что у нас? Это что это? Массаж что это? Смотрите, у меня тоже! Угу. О, пастила! У меня тоже такая же! У меня тоже! Мама, у меня тоже! Сними, пожалуйста! Что? Ничего
Ничего себе. У меня даже шоколадки вот такие. Спасибо, здесь. Это настольная лампа. Азалия, подожди, аккуратно. Да. Да подожди, Алмаз. Так не рви, Алмаз. Не рви. Не торопись. Я тоже откроем. У нас такие глаза. Аж. Ой, что это? Это короче... Азалия, осторожно. Осторожно. Это, короче, для уроков. Уроки делали. Сюда что, телефон ставите? Ну, типа того, да? Беспроводная зарядка это. А это как работает? Провода. Как включать? Провода есть. Провода смотри. Белый и желтый. Белый и желтый свет. Там не только белый, там белый, синий и желтый. Да? Вот желтый. Короче, главное, что дети счастливы. Уже вечер, муж пришел с работы и принес подарок. Детям подарок принес, но сам докупил. Потому что настоящий подарок, я сейчас вам покажу, что было. В прошлом году я снимала, какой подарок у нас был, такой прям обалденный. В этом году оформлен, конечно, непонятно для чего эти светильники. Ну, маленьким детям, по крайней мере. Сейчас вы все поймете. Вот такой большущий пакет. То есть это как бы настоящий подарок. Ну, все конфеты, все сладости были куплены мужем дополнительно. Это в этом году так вот постарались. Вот такой большой мешок. Значит, мешок открываем. Полупустой мешок. Оп. И коробочка одна. Ну, как бы дареному коню там куда-то не смотрит. В общем, вот такая коробка. Это вот этот светильник, для которого, кстати, блок надо находить. Без блока. У нас 3 светильника, значит, 3 блока надо. Вот. И, получается, вот так наклеили скотчем плитку шоколада Милка и наклеечки. Вот такой вот нынче подарок. Конечно же, у меня муж докупил от себя там много, кучу всего. Вот, но все же спасибо все равно, да, потому что любой подарок — это подарок. Но если, конечно же, сравнивать с прошлым годом, то немножко он щедрее был в прошлом году. Ну что, в любом случае, спасибо огромное, конечно же, за подарки. Сегодня вообще у меня такой, не знаю, какой-то день движухи. Сегодня мне прям одни подарки дарят. Прям вот очень такой, не знаю, приятный день. Так что на моем примере вы можете сами увидеть, что наша реакция, она в наших руках. То есть может быть неприятность какая-то, может быть, и тут же может быть приятность за ней последовать. Особенно я вижу часто связь между этим, вот если ты между твоей реакцией и последующими событиями. То есть, если у тебя реакция будет нормальная, спокойная, то есть, если ты принимаешь спокойно то, что происходит, дальше обязательно последует хорошее. Даже если очень такое тяжелое событие, нужно принять его. В общем, зашла в комнату, а то орутся, ревутся, кричат между собой, ругаются, что-то там делят вечно, поэтому поговорить даже не удается. Что хочу сказать? Хочу сказать, оставайтесь всегда на позитиве, будьте счастливы, радостны. Вот. Следите за своей реакцией, умейте себя держать в руках и оставаться радостным в любой ситуации. Вот. Всем желаю счастья, здоровья, мирного неба над головой и, конечно же, с наступающими праздниками всех. Всех люблю, всех целую, всем пока!